И снова здравствуйте. Вот мы уже на другом срубе находимся. Как я уже и говорил, небольшой, 5×8, но вот в таком интересном месте. Сейчас Дима нам расскажет, что тут вообще планируется, как тут, почему так все это интересно. Ну вот, Дим, что ты нам расскажешь про данное сооружение? Что-то оно такое странное, в бетоне все. Задумка очень интересная у заказчика с архитекторами, чтобы внутри монолитного здания с такими нормальными фасадами по монолитным стенам внутри большого помещения находился деревянный сруб, как здание в здании. Угу. Я сам ни разу с таким не сталкивался. Слушай, ну в принципе так-то исполнимо ведь, да? Только надо учесть кое-что. Да, если какие-то конструкции интерьерные внутри будут связаны со срубом, усадку только его учитывать обязательно придется. Плюс коммуникации, которые будут отвечать за какую-то работу внутри помещения и тоже по конструкциям сруба располагаться. Тоже усадку. Я уж не говорю там о каких-то таких стандартных мероприятиях. Электропроводка внутри бревенчатых стен обязательно должна быть защищена по всем правилам электробезопасности и противопожарной безопасности. Ну, это уже такое. Слушай, а усадка же, допустим, вот обычно на стандартных домах-то у нас крыша давит. Вот, это же очень важно для того, чтобы бревно не вело, чтобы утеплитель задавливался там и так далее. Вообще, в принципе, как бы. Да, чтобы бревно не вылетело из, скажем так, вот этого ансамбля сруба при выкручивании, либо Да. еще чем-то. Ты же сам вчера правильно сказал, что надо его сверху чем-то реально придавить. Вот, наверное, и родятся какие-то домкраты, которые в монолитной конструкции выше него расположенные упрутся и будут постоянно поддавливать стены. Ты спросил, почему так выглядит скрытая электропроводка? Да, ну давай по скрытой. Сейчас, если сравнивать с открытой, которую можно считать там ремонтопригодной, легко обслуживаемой, сейчас такие технологии и материалы, которые позволяют сделать скрытую электропроводку, надежно защищенную от каких-то аварийных ситуаций, несмотря на то, что в деревянных стенах проходит она. И в любом случае она всегда эстетически лучше выглядит, стена, если на ней никаких шнурков не смонтировано в интерьерах. А если вдруг какое замыкание внутреннее там или еще что? При таких дистанциях кабель можно спокойно поменять, передернуть. А само по себе замыкание, это ни разу еще в практике не происходило. А так, защита очень надежная. Кабели. То есть это нержавейка, гофра, да? Да, гофротруба нержавейка. Кабель находится не зажатый ничем внутри. Все сечения кабельных трасс подбираются с нормальным запасом, то есть квалификация электриков на высшем уровне. Что проектировщиков, что монтажников. Слушай, ну столкнулись с тем, что проекта не было и все тут, как говорится, на коленках. Приходилось на месте импровизировали. для проводки. Получился такой полуторно-двойной монтаж бревен. Приходилось смонтировать, разметить, снять, повернуть, просверлить и только потом уже гофротрубу вставить. То есть надо всем рекомендовать делать все-таки проект нормальный, с проводкой, с каналами до разборки. Я бы вообще рекомендовал без нормального проекта никакие работы не начинать никогда. Даже такой маленький,
5 на 8. Неважно, маленький он или большой, если в нем что-то есть для использования, для пользования, для работы каких-то технологических систем, цепочек, в любом случае надо, чтобы детально было проработано. Вообще все состоит только в деталях, вся суть. Малейшую какой-то упустил, алгоритм потерял. Придется потом справляться с какими-то ремонтными, реконструкционными работами, которые точно не следует делать на стадии строительства. Так, а вот тут вот справа стены вот это. Справа там вот дальше помещение. Это все внутреннее помещение. Там у нас спуск в подвал, где находится инженерный пункт. А здесь помещение, вот это помещение топочное. Вот, наверное, среди всех помещений вот это узкое будет техническим помещением, которое снаружи сруба. Что ты говоришь, кедровые обрезки там у себя в бане хочешь куда-нибудь примостить? На половице. Для чего? А чтобы ощущать такой тончайший аромат кедра в бане. Слушай, а здесь как бы сложно кедр добыть вообще? Ну, в промышленных таких объемах не заготавливается. И чтобы его произрастало очень много в одном месте для заготовки какой-то. Таких объемов нет. Тем более он точно под каким-то величайшим запретом вырубки. Ну, видишь, у нас в Сибири-то попроще У маленько. вас попроще, наверное, тем, что доступность какие-то, дороги, еще чего-то можно. А сейчас у нас кедр в таких объемах может произрастать только там, где на вертолетике прилететь можно. Либо по какому-нибудь зимнику, и то, наверное, вряд ли. Ну, расскажи еще раз, что у нас там не записалось. Вот здесь вот тоже, то есть это все теплое, да, вот мы ходим. Вот. Теплое, будет над нами вот эта стена, потом перекрытие, и посередине над срубом еще на 2 метра выше потолок. А это все такие большие панорамные остекления. Слушай, а там же окошко, вот оно маленькое, из него же там ничего не будет видно, оно на уровне головы, наверное, находится. Ну, это как раз вот с той стенки, если на полках находиться, это окно, всю парковую зону будет видно через большой витраж. Понял. Задумано так. Ну ладно, что, тогда будем прощаться со зрителями. Последнее слово главного прораба для любителей срубов. Скажи что-нибудь. Действуйте только по выверенным техническим решениям и досконально продуманным. Без этого лучше ничего не начинать. Не надо ничего на коленках по ходу дела выдумывать. Заранее все лучше сделать. Вот так. Ну все, на этом заканчиваем наш репортаж с гиганта, с маленького гиганта. Всем удачи, до новых встреч. Будем еще снимать, выкладывать. Пока.